Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что Audi A6 e-tron Concept едва скрывает свое полностью электрическое производственное будущее. Audi представила свое последнее видение электрификации, концепт Audi A6 e-tron, и мы снова видим очень тонко завуалированную демонстрацию важной серийной модели в недалеком будущем. Дебютирующий сегодня на Шанхайском автосалоне 2021 года A6 e-tron позаимствовал имя и отпечаток у оплота традиционной линейки Audi, но остальное полностью современно. Знакомое имя, новый стиль-значок может быть таким же, но A6 e-tron находится далеко от A6 на дороге сегодня. Это спортбэк в стиле Audi, с длинной задней частью хэтчбека, которая помогает как с эстетической, так и с аэродинамической точки зрения. Мы, вероятно, можем ожидать увидеть больше этого в электромобилях класса люкс в целом. Недавно объявленный Mercedes-Benz X следует той же стратегии. Концепт A6 e-tron не будет таким скользким, как Audi заявляет, что ожидает коэффициент лобового сопротивления 0,22 по сравнению с 0,20 CD у Mercedes, но потеря воздушного потока – это выгода дизайна. Audi избегает быть полностью похожей на камень в форме реки, окрашенный под автомобиль, с его рельефными сторонами и текстурированной нижней передней панелью. 22-дюймовые колеса и короткие свесы придают ему мясистый, ровный профиль, а в передней части используется характерный новый дизайн радиаторной решетки Audi для электромобилей. В закрытом корпусе, поскольку он не нужен для вентиляции, как того требует автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, синглефрейм окружен плоскими вытянутыми фарами с использованием светодиодной технологии Digital Matrix. Освещение обычно является важным элементом A6 e-tron Concept. Спереди не только точно регулируемые сегменты фары могут автоматически избегать ослепления встречного транспорта, но они даже могут проецировать видеоигру на стену, чтобы в нее могли играть люди, находящиеся внутри. Разработчики Audi сами придумали игру, и она управляется через смартфон. Сзади есть полоса OLED, охватывающая багажник, которую можно настроить для различных световых сигнатур и анимации. Больше светодиодных проекторов вокруг электромобиля могут проецироваться на проезжую часть, размещая указатели поворота, предупреждающие символы о неизбежном открытии двери и даже текст на земле, чтобы пешеходы и другие участники дорожного движения были в курсе того, что происходит. Что касается интерьера, но работа над ним еще не завершена, я имею в виду, что Audi еще не разработала его. Однако, увидев довольно последовательный дизайн кабины в внедорожниках e-tron Sportback и e-tron GT, нетрудно представить, что приборная панель Audi с двойным сенсорным экраном встроена в эту конкретную модель. Однако ожидайте большего внутреннего пространства, обещает автопроизводитель, чем в его газовых седанах, благодаря меньшему механическому проникновению. Он того же размера, что и нынешний седан A6, чуть более 16 футов в длину и около 6,5 футов в ширину, но на этом сходство заканчивается. Действительно, A6 в значительной степени имеет одно только имя, он основан на платформе MLB. Примерно так же, хотя A6 e-tron Concept может быть спортбэк, Audi не намерена затмевать A7 спортбэк. Вместо этого могут быть альтернативные стили кузова для версии e-tron в будущем. В основе концепции A6 e-tron лежит платформа SIS, в то время как недавно анонсированный e-tron Q4 использует платформу MapVW Group для полностью электрических транспортных средств. Концепт A6 e-tron опирается на архитектуру P или Premium Platform Electric, 800 век разработанный совместно Audi и Porsche. Он ориентирован на роскошные электрические модели, а не на конкретную игру для массового рынка, такого как MAP. SIS – это гибкая установка, хотя в настоящее время Audi заявляет, что имеет в виду как заднеприводные одномоторные, так и полноприводные двухмоторные варианты Quattro. Он не будет склонен говорить о трехмоторном A6 e-tron, даже несмотря на то, что мы видели, как Tesla и другие извлекают выгоду из этой конфигурации. Учитывая разницу в дорожном просвете между внедорожником и седаном с низкой посадкой, таким как A6 e-tron Concept, вам будет простительно задаться вопросом, как устроен аккумулятор. P помещает свой пакет мощностью примерно 100 квтч в колесную базу, обеспечивая гибкость по высоте, но также помогая сохранить короткие свесы.
Для этой конкретной концепции Audi выбрала пятирычажный мост спереди и многорычажный задний мост с пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами. С двумя электродвигателями вы получаете 350 кВт, 469 лошадиных сил и 800 нанометров, 590 фунт-футов крутящего момента. Автопроизводитель утверждает, что 62 миль в час занимает менее 4 секунд. Даже более скромные варианты, ориентированные на диапазон, должны сделать это менее чем за 7 секунд. Audi заявляет, что в цикле WLTP Concept A6 e-tron может проехать более 435 миль без подзарядки. Ожидайте заметно меньше от теста Apple. Когда придет время подключаться к сети, вы получите поддержку быстрой зарядки постоянного тока мощностью до 270 кВт. Найдите подходящие по мощности зарядное устройство, и вы увеличите запас хода на 180 миль всего за 10 минут. Будет ли Audi производить серийные A6 e-tron? Автопроизводители любят концепты, но более серьезный вопрос заключается в том, сможет ли концепт A6 e-tron, который мы видим здесь, когда-либо породить серийную модель. Хорошая новость заключается в том, что хотя большинство мелких деталей еще предстоит решить, Audi заявляет, что планирует выпустить такой электромобиль. Ожидается, что серийный Audi A6 e-tron дебютирует примерно через 2 года, возможно немного дольше, подтверждает автопроизводитель. Это будет вторая модель компании на базе SIS после полностью электрического внедорожника Audi Q6. Эту модель планируется представить в конце 2022 года, а поставки запланированы на 2023 год. Что касается того, насколько близок серийный автомобиль к этой концепции, Audi, опять же, не дает абсолютных подробностей. Тем не менее, по словам руководителя внешнего дизайна Вольфа Сиберса, он очень близок. Это подчеркнуто, но это очень близко к серийному производству, подразнивает он, предполагая, что то, что мы видим здесь, составляет около 95% серийного автомобиля. Как и в случае с концепцией Audi e-tron GT и ее переходом к модели, готовой к производству, дверные ручки, или их отсутствие в концепте, станут очевидной жертвой на пути выхода концепта A6 e-tron на рынок. Эти камеры, заменяющие боковые зеркала, почти наверняка не дойдут до ША, хотя мы можем винить в этом близорукие местные правила. Однако помимо серийного A6, e-tron у Audi большие планы на SIS. Хотя он, вероятно, продолжит использовать MAP для более доступных моделей, платформа, разработанная совместно с Porsche, продолжит поддерживать беспрецедентный диапазон, включая внедорожники, кроссоверы и другие модели с низкой подвеской, такие как A6 e-tron. По словам автопроизводителя, он также будет присутствовать как в меньших, так и в больших моделях из сегментов с обеих сторон, используя экономию масштаба, чтобы помочь сократить сохраняющийся разрыв в ценах между моделями с аккумулятором и моделями внутреннего сгорания. Даже если этот конкретный концепт Audi не бросается в глаза, одно это обещание должно стоить Фанфар Авто Шанхай 2021. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.